Всем привет, меня зовут Ксюша. В этом видео я вам покажу, как можно сделать такую декоративную штукатурку из обычной шпаклевки. Как обычно, я уже укрыла все, что можно испачкать пленкой и малярным скотчем. Первый этап — это грунтование. В нашем случае будет использоваться бетонный контакт. Нанесу я его при помощи такой кисточки. Бетонный контакт необходимо нанести на всю поверхность равномерным тонким слоем. Набираю небольшое количество бетоноконтакта на кисть. Раскидываю крестообразными движениями песок по поверхности. Долго не возите по одному месту, иначе он скатается в островочке. Бетоноконтакт нанесен. Теперь ждем его полного высыхания. Это займет часов 12. Бетонный контакт полностью высох. Следующий этап — нанесение первого слоя полимерной шпаклевки. Она продается в сухом виде, поэтому я ее уже развела с водой, и она готова к применению. Наносить я ее буду при помощи шпателя и кельмы. Наношу шпаклевку небольшими участками, потом тут же торцую. Нанесли небольшой участок толщиной где-то в 2-3 мм. Теперь берем плоскую часть кельмы, приставляем ее к поверхности и убираем на отлип. Делаем это достаточно быстро. Должны получаться такие неровности в виде шубки. Не нужно стараться делать очень ровным слой, достаточно быстренько закидать и тут же отторцевать. Также шпаклевку вы можете развести чуть жиже, чтобы вам было удобнее с ней работать. Долго не оставляйте кельму на одном месте, иначе она прилипнет и потом будет ее очень сложно оторвать от поверхности. Старайтесь, чтобы шагрень была более-менее равномерной. Не допускайте очень сильных перепадов. Набираю еще материал. Старайтесь делать край максимально неровный. Если даже у вас где-то наслоения останутся, они будут не так заметны. И опять торцую кельмой. Прохожусь по краю, где соединение. Вы, конечно, можете прокатать это и валиком, но после него останется более мелкая шуба. Набираю еще материал. Нанесли шпаклевку в виде шубки. Теперь ждем ее полного высыхания в течение суток. Шпаклевка наша полностью высохла. Теперь я возьму широкий шпатель и уберу все острые верхушки. Провожу легонечко.
Шуба наша готова к созданию поверх нее островков из той же полимерной шпаклевки. Для этого я беру пластиковую терку и шпатель, накладываю шпаклевку на нее. Шпаклевку на кельму я набираю с пластиковой терки, вот такими движениями. Должно получиться вот так. И теперь переношу это на поверхность. Еще добавляю. Добавляю дальше. Стараюсь менять угол кельмы как можно чаще. И равномерно заполняю всю поверхность. Набираю еще материал. Добавила островков, теперь с помощью той же самой кельмы я буду их приглаживать. Для начала легкими движениями, потом чуть усиливаю нажатие. Чуть сильнее надавливая, островки получаются более крупными. Этим можно контролировать их размер. Главное в процессе нанесения двигаться кельмой в разные стороны. Тогда островки получаются более хаотичные и достаточно рваные. Закончили подглаживать островки. Теперь нужно дождаться их полного высыхания, а потом мы их покрасим. Поверхность наша полностью высохла. И настало время покрасить ее в белый цвет. Для этого я буду использовать акриловую глянцевую краску. Наносить ее при помощи валика с длинным ворсом. Валик я предварительно смочила водой, чтобы он меньше впитывал в себя краску. Набираю краску на валик. Выбирайте валик с самым длинным ворсом, чтобы он хорошо прокрашивал фактуру в глубине. И не оставлял после себя пятнышек, не прокраса. Я хорошо нажимаю на валик, чтобы прокрасить все углубления. Быстренько прокрасили всю поверхность. Теперь ждем часа полтора-два, пока она полностью высохнет. Краска белая наша полностью высохла. Теперь мы ее сверху покроем самодельным декоративным воском. Для этого нам потребуется обойный клей, уже разведенный, также акриловый лак, который я предварительно смешала с серебристой краской и добавила в него колер. Беру клей и заливаю его в цветной лак в пропорции 2/3 клея, 1/3 лака. И хорошо перемешиваю палочкой. Хорошенько перемешали наш воск.
Теперь берем, наливаем его в ванночку и наносить буду точно таким же валиком с длинным ворсом. Набираю воск на валик. Наношу воск на всю поверхность. Заполняю небольшую площадь. Нанесла воск. Теперь беру скребок и убираю излишки. В разные стороны растираю по верхушкам, чтобы убрать излишки цвета сверху, и он был только в глубине. Убрали с небольшого участка излишки. Сразу же вытираете скребок тряпочкой. Набираю еще воска. Прокрашиваю поверхность дальше. Стараюсь сделать между стыками рваный край, чтобы в дальнейшем не было при высыхании видно, что вы красили квадратами. По всему краю стыка я прокрасила. Набираю еще. Продолжаю дальше. Хорошенько растянула, чтобы нигде не было сильно много темного лака в углублениях. Если его все-таки остается много, то можно лишнее убрать кистью. Нанесла воск. И точно так же убираю все скребком. Если вы делаете большую стену, то лучше работать вдвоем. Один наносит, второй убирает излишки. Нанесли воск. Теперь берем скребок и убираем излишки. Вот и все, в этом нет ничего сложного, главное работать быстро. А теперь мы ждем высыхания нашего образца, потом я сниму скотч с него и подведем итоги. Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки – это отличный вариант для бюджетного ремонта. Такая финишная отделка не предполагает идеальной подготовки стен. Мелкие дефекты поверхности будут скрыты за счет достаточно толстого слоя шпаклевки. Получается, что вы экономите уже на первом этапе. Плюс я дала вам рецепт лессирующего воска, при помощи которого мы придали карте мира цвет. Компоненты, входящие в состав воска, легко доступны и стоят копейки. Все это в совокупности снижает стоимость такой финишной отделки стен и делает ее очень выгодной. Такой образец декоративной штукатурки я бы не назвала уникальным. Это достаточно стандартный и популярный вид декора стен. Связано это с простотой нанесения и дешевизной расходных материалов. Если вы впервые столкнулись с выбором фактурной штукатурки и смотрите различные видео на эту тему, то такие варианты, как наш, будут попадаться одними из первых. Техники нанесения, формы островков и названия могут различаться, но по сути все эти карты мира, грота или просто структурные штукатурки – это одно и то же. При выборе из этих всевозможных вариантов главное определиться с типом и формой островков, толщиной фактуры и рельефом углублений. А уже после этого можно спокойно подбирать один или несколько материалов, при помощи которых будет создан цвет. Главное изначально определиться с рисунком фактуры.
Перекрасить ее гораздо проще, чем потом добавлять объема или тем более убирать его. В дальнейшем я обязательно буду делать различные варианты декоративной штукатурки в этой стилистике, чтобы собрать на канале как можно больше образцов по этой теме, и вам было легче определиться с выбором. А на сегодня все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Удачи вам и здоровья!